Итак, Alyx, so I'm gonna get this started real quick because we have to wait a bit for the game to start. So I'm так, Buffet Time, and I'm собственно, here это with Buffet Keegan. Time, и в комментаторах сидят And so Кигейн. during this first little bit, I'm gonna do one thing. I'm gonna turn to И the прежде right, чем and он this is gonna queue up повернется a направо, little bit of better positioning for the start of the run. And we just have to wait for this little bit to я потом start. объясню, почему он это делает. So while we're waiting here, Итак, Keegan, do you want to explain the first trick of the run? Sure. So what Buffet Time is going to do is what we call an extended jump. And сначала я напомню, вы можете передвигаться в этой игре тремя способами. Вы можете, как бы, сделав шаг вперед и чуть-чуть наклонившись, вы можете продвигаться вперед, либо вы можете использовать стик на вашем контроллере для того, чтобы продвинуться вперед, и направо. Теперь время. Или сейчас вы увидите правильный способ перемещения в спидранах. Однако мы ожидаем время, и время начинается. То есть время начинается, как только мы подгрузились в первый уровень. И теперь сначала... он сделал только что длительный прыжок. Как он, грубо говоря, работает? Грубо говоря, представьте то, что мы сейчас в помещении, да? Если мы в очках, мы видим перед собой стену. Но что нам мешает просто взять и перешагнуть эту стену в реальной жизни? Это он буквально делает, тем самым также указывая контроллером, куда он хочет телепортироваться. Таким образом, мы имеем Extended Jump. Итак, говоря о категории. Категория у нас inbounds, то есть в границах карты. Вы скажете, хорошо, вот он сейчас так перепрыгнул, а это легально? В этой категории это легально до тех пор, пока это не ломает границы карты. То есть, если мы, например, прыгаем через просто заблокированную стенку или, например, через забор, это разрешено. Если мы, например, уже перепрыгиваем крышу и отказываемся за границами карты, это уже запрещено. То есть все в разумных рамках. Теперь здесь есть небольшая фишка в этом лифте. Если раннер будет хоть как-то взаимодействовать либо с NPC, либо, например, с подлетающим дроном, он может сократить анимации, чтобы сохранить немного времени. Поэтому мы немного играем с NPC. Главное не наступать на провод, да. Это верно. Так, мы здесь пока ничего не можем сделать, потому что это такая внутриигровая катсценка. Опять-таки, я напоминаю, это не персент, где мы сейчас могли бы просто взять и затриггерить место на карте, которое подъезжала фактическая вагонетка. Пока что раннер, кстати говоря, не показывает, но один из трюков, который можно сделать с аналоговым контроллером Steam Index, даже Valve Index, вы можете забиндить аналоговый курок на контроллере так, чтобы, когда вы телепортируетесь, вы можете резко снова перекликнуть. Это такая махинация не только с своим контроллером, но это еще и с помощью Steam VR инпута, и это работает. It just works. Таким образом, частота обновления перемещения телепорта намного быстрее, соответственно, мы передвигаемся намного быстрее. Но раннер, видимо, предпочитает просто прицеливаться и перемещаться по местности. Он взял курицу, что как использовать обозначение как обозначение самих себя.
Стоп, это хэдкраб, да. That's neater than my normal writing. While we're here, I also do Зачитался want to чатик. give a shout out to the GDQ staff as well as Valve themselves because my headset. Так, опять-таки, так как это не процент, мы не можем просто сейчас зайти за стенку, и тем самым сразу подобрав наши гравит-перчатки. Поэтому мы дожидаемся, когда Рассел договорит. Also, this game is great. We can do one more donation right here. Yeah, let me get a quick refresh. My buddy Gordon donates $100. They say the original Half-Life opened my eyes to what interactive narratives could be, and it is so awesome that its story lives on in such a unique platform as VR. I'm so excited to see Alyx run. Так, мы наконец-таки подбираем наши гравит-перчатки. Здесь мы бросаемся пропами просто ради того, чтобы игра поняла то, что у нас все работает, все в порядке. Калибровка дополнительная не нужна. Теперь Рассел должен нам кинуть пистолет, который, конечно же, разряжен. На самом-то деле, оказывается, нет. Теперь мы ждем, когда Рассел именно анимацию, закончит анимацию у Рассела, и он подкинет нам наш первый магазин. И мы сразу садимся в поезд, чтобы переместиться в следующую локацию. Обычно Рассел пока не договорит, не кинет, но так как мы сразу подошли в одно место, он сразу понял то, что он может сразу кинуть магазин. Обычно в прохождении обычного игрока занимает где-то пару-тройку для дополнительного объяснения экспозиции игры. Garrett and Kathleen, we have $100 donation. They say this is for my Aunt Betsy, who tragically passed away from cancer this year. We love you so much. Always in our thoughts and prayers. Thank you, Garrett and Kathleen. The train stopped? It stopped, didn't it? Yeah, what happened? Okay, so here, this is going to be where the run really starts, in my opinion. Да, мы теперь наконец-таки у нас начинаются настоящие уровни. So, also, before we go right here, I do want to mention, if you have a Twitch Prime sub, make sure to use it. Let's get those donations in. И вот как раз-таки, как я и говорил, буквально кликая на курок один раз, мы триггерим на самом-то деле 2 раза или там даже 3 раза, до тех пор, пока у нас быстро не будет перемещаться персонаж. Так, здесь опять-таки мы ныряем в стену. Так, теперь здесь у нас 2 пазла, которые мы должны сделать. Однако мы можем вполне застартапить для оптимизации сразу оба пазла, решить один и сразу перейти в третий, во второй, пардон. Now this is one of the annoying parts about this run. It's nice in the game, but when you're trying to do it fast, because these are randomly rotated, it can actually be pretty difficult. Нам также объясняют то, что в спидране эти пазлы двигаются иногда рандомно, поэтому иногда приходится замедляться для того, чтобы правильно попасть колесами, чтобы решить пазл. Yeah, absolutely. Just wanted to say we're at 173K for Zelda. We're aiming for 400,000. From опять-таки мы подходим к забору, как я и говорил. И... О, с 3-го раза не получилось. Говоря, между прочим, о стенах, это работает также через вот такие вот окна. Примерно именно в этом уровне начинается стандартный геймплейный луп Half-Life, который нам так знаком, но только для VR. Мы его просто буквально проскакиваем.
for whatever reason, probably to prevent janky physics interactions. When you grab a Так, prop, you aren't able to collide with it. здесь So, опять-таки when нам Buffet grabbed that door здесь handle, мы the изначально wall door должны is были a сделать physics object, so he was just able to walk целый through it. проход по уровню, но вместо Oh, этого yeah. мы можем Could просто you подойти, explain, буквально нырнуть в стену, тем fast самым пройти целый уровень So fast teleport is when you за go буквально at один рок. and bind like a trackpad or a trigger Также мы тут to находим a Вертигонта, button, but и you have это еще the одна длинная activation катсцена, in которую мы threshold можем will set at like 10% and the просто deactivation подождать, threshold set to 100%. поиграться с окружением, So it pretty much just ends up может быть, spamming почитать teleport чатик. quickly, and it's pretty much how you can move fast in this game. Also, this is the best character in the game, and you cannot convince me otherwise. I'm sorry. I mean, it's true. That's terrible, and I hope. That's all. So this is just another cut to me at the way through. You can extend a jump Почти с through there, увеличением but роста it's out of Алекс. bounds until this cutscene is over. Мы, возможно, это уже на усмотрение раннера. Если он покажет, он покажет. И, по-моему, в этой категории они допущены, если до тех пор, пока это не нарушает границы карты. So coming up here, there's gonna be Я думаю, в дальнейшем, так как телепортации вертикальные разрешены, значит, я думаю, это вполне можно увидеть. It actually takes quite a lot of distance, so I'm going to be doing quite a far extended jump. Also, I do want to note that technically speaking, the fastest way to play То this есть, game опять-таки, как видите, would be он to просто банально have, ходит по like, a своей комнате. warehouse and, like, Теперь он perfect нажимает tracking паузу, и он throughout it, телепортируется. because you could Очень really много break quite a lot of Steam скипов в этой игре into происходит this именно space. так. Though that probably wouldn't work too well. I'm not sure how well Steam VR would work with that. I mean, Valve does advertise like what 20-foot by 20-foot play space with the base station 2.0. Yeah. So look, it's like it's been somewhat of a joke about just. Причем мы таким образом пропускаем не просто тучу пазов к тому же. So here we're going to be trying to get through here as fast as possible to prevent a few triggers from Да, happening. тут тоже Or это make it стена easier. забор Also, электрический as I у нас noticed, заблокирован I'm not пазом, 100% on these однако мы extended можем jumps. They просто are actually нырнуть в quite него. time sensitive. I don't know the exact frame timing on it or anything like that, or ticks, because this is a Source Engine 2 game. It is not Source Engine. This is the sequel to Source Engine, of course, but it has a lot of similarities to Source, and it is a tick-based engine and not frame-based. Еще говорят про интересную особенность, почему это разрешено, и почему вот как раз-таки телепортация не ломает игру. Она дает, конечно, немного странное передвижение, однако оно разрешено, потому что Source 2, в отличие от Source 1, это движок, который работает на тиках, а не на кадрах, которые буквально отрисовывает движок. Towards a link to the past, getting really close to that 180,000, and we just passed 1.8 million dollars. So, Good job, everyone. yeah, great job from Wolfadex. Кстати говоря, немного об этом. Я недавно узнал, что, оказывается, ну, я, например, большой фанат игры Team Fortress 2, может быть, вы слышали. Но, оказывается, если вы поставите бесконечный фреймрейт, и ваша игра отрисовывается слишком хорошо, то вы, собственно, и также вы создадите свой собственный сервер, игра будет не в своей... То есть она будет вести себя не в своей тарелке, она будет намного быстрее. Поэтому в основном, по-моему, они залочены максимум на 360 FPS. А если прям совсем хардкап, чтобы не залетать на геймспид, где-то 999, тот самый. The second I finish that extended jump, we're already into the load zone, which is very nice. It is also important to note that we do not put too much emphasis onto RTA time and when we're doing actual runs. That's because load time removing is
Также нам объясняют то, что почему этот ран записывается не только с ингейм таймом, то есть внутриигровым временем, но еще и с RTA, то есть с реальным временем. Потому что, видите ли, VR довольно-таки все еще требовательная платформа, и у каждого компьютер разный, поэтому точнее, раннерам приходится записывать не только и настоящее, но и внутриигровое время. You don't technically need to kill them, but they can shoot at you the entire time you're out here. Так, теперь, когда мы подобрались уже к развилке, здесь мы сделать этот пазл, который еще вдобавок рандомно сгенерирован. Теперь мы забираем эту батарейку, чтобы сюда засунуть и чтобы у нас сработал триггер. Забираем запасное колесо, которое нам нужно. It is, you can do 2 at a time, but it's just hard for your brain to manage that. So I like to do it a little bit less than 2 at a time, but I'm usually looking at the next one when I'm doing it. Так, опять-таки, да, нам иногда приходится делать все равно, несмотря на то, что игра может говорить то, что мы не можем это сделать, но мы все равно можем просто взять и задайвить. Yeah, absolutely. Just want to say, while you're donating, make sure to hit that add incentive button. I see a lot of chat about donation trains and stuff going on. From Crucio, we have $25. They say, hold up. Ну, да, надо сказать, такие спидраны... Ну, VR вообще сам по себе довольно требователен физически, но тут очень много вот именно вот таких вот мелких деталей. Я не знаю. Я, например, я думаю, я бы не смог бы спидранить на вайве, например, моего друга. Мне наверное, наплевать. Охота. Я бы 100% вырвала. I have never gone it down consistently enough that I feel comfortable enough to do it in a marathon setting. This is unfortunately yet another cutscene, but we're going to be done with them soon, so let's get some donations in. Здесь нашего бачку спасает Вертигонд. Теперь нам объясняют то, что, оказывается, в комбайне в City-17 привели очень опасное оружие. From puzzling trash, they donate $100, and they say, "Oh no, I'm in a future where we didn't meet our incentive. That just means I have to find Link in the past, of course." Он просто берет, руками машет. Sure, we cleared $180,000 towards that. Сжигает калории. Просто машет. Every 5K, I want you to hype this up in the chat. We have a real short one here from Brochuck, $250. Dear GDQ, I love you. Love, Jeff. Awesome. So let's see. I didn't get too many of those duplications correctly, but so here we just have to wait for an audio cue right there when he says go, which is actually quite nice when you're told in game to go, and that's also when you're actually able to move. Usually you're supposed to wait for... Одна небольшая интересная деталь. Мы могли передвигаться в этой катсцене только после того, как Илай нам сказал идти. It's very, very slow. One of the slowest chapters in the entire game. Я все-таки использую паузу, окей. So the gimmick of this chapter, though you don't notice when you first come through here, is that you see... Говоря к телепортации, вы сейчас как раз-таки увидите вертикальные телепортации, которые я оговаривался минут 10 тому назад. But if you just extended jump, or there's actually quite a number of methods to get through, you can just go and go instantly. So we are done with chapter 4 in no time. So this, I'm going to hold on to that. That's going to be useful for a later chapter. We're going to be mantling, which actually, could you explain what mantling is? It's
pretty much just climbing up of things. So like Valve has mostly preferred a stance of like not moving the player in too weird of ways or making Нам them, рассказывают like, climb around, like, immovable. So о таком it движении, pretty как much just moves your hitbox up ментинг. over Это geometry, как раз and таки there's no proper jumping to Valve try как to бы avoid giving people задумывала motion sickness. лазание, And so, as что you не saw слишком, there, I used как that mantle сказать, so I could get up to не слишком в таком platform that gives us a 6 странных elevation to get позициях, to, so that поэтому saves quite a bit of time. вы Now, чуть позже could you увидите, как explain это будет troubles of выглядеть. this map specifically? Особенно This на map is all very precise особенно на teleporting. лестницах, Like, if you они наверняка teleport in покажут just тоже. the wrong spot, И you will как я и either говорил, get a kill вертикальные trigger, or you телепортации, could до just тех пор, пока completely нам fall позволяют off or это just делать teleport in the в wrong самой spot. карте, это It's разрешено. difficult, and you have to Однако be таким very образом... precise. Okay, we got the bug. So О, this мы was поймали баг. mildly expected. So what we're going to do is we're going to go back to main menu. So there's an issue there where we haven't figured out why, but sometimes you lose the ability to teleport onto that second area. And so we've sort of agreed upon having backup saves or just restarting that chapter. Окей, if that happens. иногда, And so I have когда this вы backup телепортируетесь because the между work is happening. платформами, And that's where I'm как supposed to раз be able таки to вот в continue стенах или teleporting on на that unrendered wall, стройплощадках, because the иногда actually it's just let игра the не collision регистрирует hitbox эти go, позиции, like, quite a поэтому bit было higher than it говорено looks like it использовать should. запасные Yeah, so we're сейф-файлы, just gonna come right back through here. за That's fine. на всякий It's actually пожарный. quite nice that if you make a wrong teleport, it brings you down. There. Кстати говоря, и еще кое-что So насчет then do inbounds. Некоторые, кто, может быть, видел раны so this с is not considered использованием out of бага bounds спина, because то есть, all these грубо teleports говоря, on используя valid вращение, places to be, игроки могли заходить there we за go. пределы карты, могли It's перемещаться very крайне easy to die on быстро. that last one. Здесь But этого, because they are так как valid это teleports inbounds, and you're этого, never во-первых, exposed нельзя to what сделать. we refer to as the void, which is basically the out of bounds И это areas также being mapped by Valve, and еще you're и not clipped into замедляет a наше large перемещение enough вертикально drop вверх that you can между see платформами. the void. That is not out of bounds. But it is actually in the out of bounds category, you do that skip a little bit faster and differently because you can go out of bounds in that category. Yeah. So here we're just gonna be running through really quickly. Ooh, there we go. This Так, grenade is the bane of my existence a bit because if you try здесь надо and grab it, быстренько Glover, надо it just бросить гранату. refuses to do anything. So here I grabbed. О. Oh, okay. Что-то это странно. Come on, physics. Окей. Немного физикс That момент. can happen sometimes. So we're just gonna be running through here. Sort of simple one here. What's interesting about this is that there's so many barnacles in this area, and I'm trying to avoid them at all costs because they will just waste time. Странно, у него So даже иногда дверь I'm moving around не and открывается different things to корректно. avoid them, throughout this entire time. This force field, you're supposed to take it down, but of course, it is just a Опять-таки, да, very нам не нужно решать пазлы, мы можем Same thing просто with обойти их. Now, Keegan, could you explain zipping in this game? So when Так, zero zipping is pretty much where if you teleport or fast enough, so like if you're in just normal teleporting mode, if you jiggle the movement stick enough, and you teleport too many times, the game will start moving you to Нет. 0-0 in the map. We got the bug. Вау. That's actually Так, really я unfortunate объясню, when что Keegan сейчас can fix произошло. that. Они пытались поменять... I'll try this again, but Они that's, пытались поменять, в общем, that's unrelated to the glitch we were doing, which I haven't виды gotten so long перемещения is для того, чтобы come up, совершить так in называемый which зиппинг. you're Зиппинг supposed to нужен для usually того, do чтобы быстрее переключаться между позициями для игрока, используя абуз переключения между телепортацией so once we и get back here, адаптивным we're gonna передвижением. quickly- That's really Так вот, funny. но, к сожалению, But yeah, из-за того, so что usually они the zip is supposed to имеют happen баг, where it takes you to и 0, опять-таки 0, говоря о 0 марафон place лаке, in the map, because of похоже, reasons. зиппинг для них будет Usually невозможен that's без supposed to happen прохождения when Out it's of this Bounds, right потому where что it's игра не supposed to zip through all рассчитывает drops. тики I'm так gonna быстро. save right here, and let's see if we can get it.
without that happening. There we go. That's exactly what we wanted. And so during that zip, that is quite often used throughout the entirety of Out of Bounds, but it is only in this case where we found where it's actually useful, where it doesn't bring you fully out of bounds. So usually you can, if you're going the fastest method here, you don't have to kill these guys, but I'm doing this for marathon safety right here. So we're just gonna come up here, and now could you explain the accessibility settings that I'm abusing right now? So, Да, и because в настройках this is a еще VR game, вдобавок and доступности. obviously your head is your actual head, and everyone is a different height. Почему A доступны Valve вот как has раз-таки эти ныряния в стену, а также press to stand up and a вертикальные press to crouch button. вертикальной So телепортации? what you could do Прикол is в том, you то, что could crouch in real life and press the button to stand игра up, считает it'll make you even голову taller, твою, то есть so та, you на could которую надет этот access шлем, как things голову you Алекс normally в wouldn't be able игровом to get. мире. И поэтому And it's a lot до тех more пор, in Out of пока Bounds, as it is она one все of the main равно в ways рамках to get out сенсоров, ты of можешь bounds. двигаться, Yeah, could you explain that prop грубо drop говоря, в just игровом did? пространстве, So учитывая basically положение what he's шлема doing is в этом, obviously в that is пространстве too far down игрового to мира. actually safely walk Поэтому, down as there's a kill trigger. So what he поэтому does to многие cheat как the раз-таки system эти is нырки, he drops a некоторые prop and then he goes and телепортации, teleports on которые it, через and резкие that уступы pretty much работают. moves it closer so he can skip the kill trigger and safely get down on the ground. Yeah, that trick is really finicky, and I have died many times from it. Ooh, did we get that? No, okay. This is a really difficult extended jump because you can overshoot it or you can undershoot it very easily. Это и есть зиппинг, да. Но, к сожалению, из-за бага There we go. он Now, I'm also провалился going по to, карту. again, if you're doing this the most optimal way, you do not need to kill him, but I'm trying to preserve my health in case there's problems later on in the run. We just skipped an massively long section of combat. It's a really, really good section. The second most intense combat section in this game with multiple waves. And the combat in this is great because it's VR and everything that Valve has done. But we can also just go right past it and save a couple minutes. And now, could you explain this very interesting chapter? So now we are in the chapter called Jeff, and so Jeff is this mutant alien where he's completely blind, but he Так, а will мы дошли hear до almost уровня с any type of Джеффом. movement where you make Что ж, any noise, so like breaking bottles or это trucks. So he довольно will move to криповый those, and уровень, if на you самом-то get деле, для way too Half-Life. close, he will actually Здесь kill you. зараженный, So который не there может are видеть, но при этом он there are a слышит lot of абсолютно все poison вокруг. И gas поэтому от rings that'll make игрока Alyx здесь cough, требуется как so можно you will have меньше to cover шуметь, your mouth to или get даже past those использовать without шум игрового making мира any noise. для того... I think this auto saves right here, but I accidentally hit a death trigger, which can О. happen sometimes. There's quite a few death triggers that you wouldn't think are death triggers, but I won't claim to know anything about VR game development. And also, we are sort of going way faster than the average person, so not too surprising. We also are skipping a lot of triggers, so that's probably the reason. So here we're going to do yet another prop drop. Так, опять-таки, And so, здесь я напомню, So there if we you go. look down there, you игра can снова see будет Jeff. учитывать so нахождение now that we're down here, the головы first thing we're gonna do is Алекс, we're gonna try где to get находится Jeff. голова игрока. Hello? This is stuck in my hand. Valve. Thank you. Thank you, Source Engine. Oh wait, okay. Because that glitch we got, I unfortunately do В ране not происходит have всякое that time saving thing I странное. did back in chapter 5. Which is fine because we Yeah. can still get all three of them. It just saves about 10 seconds overall. And so here we're trapping Jeff in here, and now we need to go trigger this elevator. And so as it comes down, it's going to block out, and the elevator is going to take out the lights. So then this becomes pure horror.
where you're in this small confined space, and any noise you make, he's gonna come and try and get you. Also, there's these cute little guys right here, these little Zen Flora. Кстати говоря, мне интересно такое дополнение, между прочим, в качестве визуального сторителлинга. В этой игре мы впервые видим в City 17 флору из Зена. So now I need to let Jeff out so that he's not in my way. And so I'm going to grab this. Also, there's vodka around, and there's jokes about that, but you can take those vodka bottles and... Да, она напоминает, почему здесь так много водки. Я напомню, City 17 находится в Восточной Европе. And now we need to extend and jump back in. And now... Because we're just trying to get up this elevator right here. And so we're just gonna be waiting. Could I get another donation real quick? Yeah, I just want to chime in real quick. We're just over Да, вот то, что бутылка застряла в руке. Тут мне вообще раннеру на вот такие вот маленькие вещи что-то совсем прям не везет. Уже словил, получается, 3 бага и еще вот, блин, не закрылась дверь. Она, ничего, все равно. Такое случается. No worries. He who am R is myself donates $100. Thank you. They say I've watched it back, and donation readers are 4 out of 5 for getting my name right, which is honestly incredibly impressive. Donation goes to Reader's Choice. Thank you. Yeah, I definitely am putting that towards a link to the past. Thank you so much. Also, I do want to mention that my runner's choice is also towards Link to the Past. And we just hit 185K, so I better see those 185s in the chat. And so coming up through here, once Jeff teleported in there, because we skipped the trigger of him actually walking in normally. Так, здесь мы должны были затриггерить анимацию, пока Джефф находился у нас в лифте. So here, if we open the door normally, then Jeff has the ability to move. But for right now, you see Да, если мы открываем дверь, то есть мы открываем дверь именно ручкой, как в обычном прохождении, вот этот световой забор у нас был бы уже открыт, и Джефф бы мог бы спокойно двигаться, но так как мы не прошли дверь нормально, Джефф все еще находится за этим световым забором. Здесь мы подбираем батареи, которые нам нужны для дальнейшего прохождения. And so we're grabbing all 3 of these because we need to power up the stations that we saw right before I got into here. So we're going to clip back out because we need to re-enable Jeff's ability to move, because otherwise we're going to get a soft lock. Да, и здесь нам надо обратно заворпиться через дверь, чтобы не софлокнуть игру, потому что, опять-таки, здесь нужен иметь триггер. Теперь мы запускаем обратно, вставляем все 3 батарейки, выполняем секвенс. Так, тут Джефф вырывается у нас на свободу. Однако наша тут задача, чтобы он у нас зашел в компрессор. Jeff has been one of the more soft lock Я не могу поверить то, что... Джефф тот еще красавчик. Однако мы его... Мы заводим его в ловушку с мусорного компрессора. Говорим ему до свидания. И продвигаемся дальше. Я думаю, с Джеффом будет все в порядке. Так, здесь надо быть дополнительно аккуратным, потому что здесь, если неправильно телепортироваться, вполне можно поймать Death Trigger. То есть игра будет рассчитывать то, что мы упали слишком высоко.
Не, в игре намного больше софтвоков, если именно ворпаться так. So here, same thing. This is actually where we Однако, если говорить о вот таком инбаунс-ране, да, по-моему, 2 от силы. Вот то, что мы вот сейчас видели, предстоящее еще, по-моему. That one just is supposed to be locked, but never locks for you. And so here I'm just gonna quickly do this. That saves about 2 seconds over the previous thing I did. So we're just sprinting through here right now. There we go. Sometimes that could be a little bit hard to remember exactly where to go because you're flying through here so fast. Right through here. We're gonna ignore these lines. We're gonna come over here. Boop. And so we want to Мы впервые видим львиного муравья в этой игре. to that antlion. That's when you're able to teleport into that area. So if you can do that quicker, you save a little bit of time. And okay, Keegan, can you explain why I was just pulled back to where I was, or do you not know? That I think it's like somewhat of an invalid position, and the game just tries to put you back. Yeah, I'm not. that's too one sure. of my guesses too. I think it. Да, здесь немного говоря о телепортации и условии телепортации. Иногда игра очень странно просчитывает наше местоположение и местоположение, требуемое для телепортации. Поэтому нам иногда приходится отходить чуть назад, чтобы игра сама рассчитала траекторию правильного передвижения. Okay, so as you just saw, there was previously enemies there, but once you get into like roughly the center of that room we just saw, they just get removed from the game to help with performance, because this next section also has quite a few large enemies. Да, немного о этом уровне. На свалке очень-очень много экшена, а также спавнится очень много больших врагов. Например, мы так, получается, тремя уровнями ранее мы видели нашего первого heavy weapon, и heavy weapon довольно сильно нагружают, довольно сильно давят на производительность системы, потому что отрисуется довольно много. И в этом уровне их еще больше. Поэтому мы стараемся обойти как можно больше конфликтов с NPC, для того, чтобы игра быстрее отрисовывалась, и, соответственно, мы быстрее также проходили ее. Опять-таки, я напоминаю, это одна из тех игр, которые очень... Точнее, даже требует запись сразу двух времени: in-game тайма и real тайма. Those were things that just people end up finding by accident during their casual playthrough, because as you can imagine, a Тут lot просто of артически, people конечно, были. playing the first Half-Life game in a very long time, you get a lot of people playing the game, and then sometimes things just get found by accident that ends up missing. Да, кстати говоря, о некоторых вещах, которые люди находили буквально случайно. Иногда, чтобы забраться на лестнице, либо игрок должен буквально менять руку за руками с помощью своих контроллеров, либо он может просто положить к краю перила руку, и он просто будет подниматься вверх самостоятельно. Здесь он рассказывает, так как здесь, опять-таки, довольно крупная битва, здесь нам просто нужно, пробежав, телепортироваться быстро, пока мы в присяде, чтобы получить как можно меньше урона. Например, здесь ровно точно так же за нами все еще гонится, пока мы телепортируемся, поэтому нам надо как можно быстрее продвинуться вперед. Теперь, опять-таки, эти вертикальные телепорты, где мы ищем, где мы можем телепортироваться наверх. Да, и в обычном прохождении мы должны были убить всех противников на этой карте, но мы этого банально пропустили, и запустив катсцену,
So we just passed over 192. Again, we're trying Теперь мы ждем, когда мы перегрузим систему тюрьмы. Game after this. From Emilia, we have a $200 donation. Здесь это абсолютно не важно. Это здесь так можно просто поиграться на самом-то деле с рычажками. Absolutely. And then from French Toast, we have a $50 donation. They say, let's get a link to the pass incentive met so the marathon can keep going. Trans rights. And then from The Heretic, donating for my favorite VR game. Also, trans rights are human rights. Can I keep going? Yep, keep going. Still Awesome. got a few, and I didn't Sure. hit that trigger. From TMS LFT, we have a $2,500 donation. They say, I can barely keep my bearings in VR, let alone at this pace. Here's to an amazing run, to another fantastic GDQ, and to meeting that link to the past incentive. Let's go. Thanks so much for that huge donation. Thank you. Okay, so here, no matter what you do, once you spawn into this next level that we're in right now, you go down to basically 1 heart, I think is the exact, or like just under. That's because of the explosion. So it doesn't matter where you get up to this Да, теперь после взрыва мы находим себя в туннеле. И причем мы всегда спавнимся примерно вот, чуть меньше одного сердечка. Здесь мы обязательно должны выполнить этот пазл, потому что без него игра бы, если мы прошли мимо, игра бы совтолкнулась. Это триггер. Как раз таки это второе, о котором я вспоминал. И тут как раз таки это та самая штука, которая прикрывает как супероружие. На самом-то деле это была супер тюрьма. И мы как раз таки узнаем, кто на самом-то деле был в этой тюрьме. Предположительно, это был Гордон Фриман. Я не знаю, кто это. And we're gonna go up this elevator, and this is the last like hurrah of the run in terms of action. This is an incredibly fun section of the game that is very action packed. Да, пока в нас страйдер стреляет, мы должны как можно быстрее пройти этот уровень, потому что он стреляет больно. And they are absolutely terrifyingly large. So here I'm going to take out this grenade. I'm going to run through here. Да, еще они пипец какие огромные. Это точно. We're going to... I dropped that so he doesn't do as much damage to me. I'm going to hold here in the corner because they're still right there. Так, да, здесь мы просто пригибаемся, ждем, когда произойдет взрыв. Теперь мы проходим сквозь разрушенные стены. И теперь мы добрались до секции турели. Да, и турель, как видите, стреляет гранатами под аркой. Примерно надо попасть 7 раз в него, чтобы... Так, теперь здесь надо сделать точные прыжки. Опять вот эти маленькие вещи не сразу получаются. Oh yeah, I'm gonna speed run these. Sam the Man, $5 says, "Can I get a ticket to the $5 buffet?" We have from Anonymous, $5 train, choo choo. We have from Gordon. На самом деле у нас остался только вот последний уровень, получается, и все. We have a $500 donation from Inquiry who says, "Come on, ride the train." We have another $500 donation from Spicy who says, "Choo choo." Так, все наше оружие резко дезинтегрируется, и где-то мы это уже видели, не так ли? В какой-то игре мы это уже видели.
I think there are some death triggers that are put up here, most likely just sort of because, and I think they would get removed at a certain point, but because of the way that we just finished this, if I move, there's a chance that I hit a death trigger right at the end of that cycle, and that would lose like 20 seconds. But we got through it well. And I believe it can also somewhat break the next few maps as well. yeah. And so this is on to the last Если я chapter. правильно помню, это последняя глава, но у нас еще впереди, по-моему, получается 3 карты. В этой карте мы добираемся как раз-таки... Правильно говорю. До 20-граммной тюрьмы этой. You can actually have it move up and have it put at the right angle so that you just keep teleporting on top of it. It's insanely difficult. I've only gotten it done really perfectly, like maybe twice. It is way too risky for this run, but I think I have a YouTube video of it somewhere. But that strat is really fun, but also really difficult to do, and it doesn't save too much time anymore, though I think it still saves, if you do it really well, about like 20 seconds. And so here we're into this everything is getting a little wonky. Да, гиммик этого уровня в том, что здесь все происходит довольно странно. В этом явно что-то не так ли? But there's a lot of weird things happening. We're seeing those ghosts. Ooh, and we're seeing... И теперь мы видим вдвойне. Просто наше зрение резко раздвоилось. It is absolutely fantastic. There we go. This section is just wild to see in VR. And so is this. A complete mirror. Я совсем забыл, насколько иногда трипово в это играть. Throw some items over here. And now, they're starting to float. That's odd. Да, самое интересное про физику в этом уровне. Let's get some donations in. Certainly. Thank you to Razbaz for their... Если, вот, например, если вы кидаете вот как бы внутри в комнате, то нормально. Если вы кидаете в потолок, то предмет зависнет. Если вы кидаете предмет прямо вверх, то есть на пол противоположной комнаты, он упадет в противоположной стороне комнаты. We have $194,000 remaining for the game after this to be added to the schedule. Sorry, not the game after this. The game after Dark Souls 2, after this one. I'm confused. From Ebert, we have $125. They say, let's get a link to the past chat. Trans rights. We still have time for one more. Да, мы задригили катсцену. Thanks so much. They say, what an amazing week. Когда пропы в этом участке карты засасывают выход. Открывается дверь. И наша последняя стычка. Однако нам эти стычки вообще не нужны, мы можем просто пробежать. И если я все правильно помню, ран заканчивается, как только мы триггерим последнюю катсцену, взявшись за ручки. To be ready on time, but we have time during this load scene for a couple quick donations. Sure. From Meow, we're talking. They donate $25 and say, donating for Link to the Past. We're watching GDQ with our 2-week-old daughter, and AGDQ has been a lifesaver in these sleepless first few days of her life. Link to the Past is one of my favorite games from childhood, and I'm so excited to see what games my daughter will fall in love with. Thanks for an amazing Okay. So get ready on time. Так, скоро уже подходит время, и... Время. Time. So, while we're here, the game did just end, but I do want to show something kind of fun. Так, я так и понял, что будет какой-то небольшой шоу-кейс. О! This is the ending to Half-Life 2, by the way. Just wanted to mention that. Episode 2. Episode 2, yeah.
Half-Life Вы 2 помните success. про зиппинг? Ну, раз уж мы уже прошли игру, мы можем это сделать. В общем-то, довольно известный факт. Valve любит делать различные части карты в различных частях игрового мира, тем самым телепортируя игрока из одного места в другое. И как раз таки в этой катсцене различные места рендерятся в отдельных частях и игрового мира карты. The Half-Life Alyx community is quite small at the moment, and if you do have VR for any possibility, we are very welcoming. And И we would love to да, have you конечно, run что it. шаутауты And VR games in general, комьюнити. just Если у take a вас look at есть them. They're pretty interesting. VR-шлем, обязательно And поиграйте other than that, I Half-Life want to Alyx. say thank Если you вы to не Deegan for играли, doing вы co-commentary for me. опускаете You're welcome. много, очень And много. other than Это that, очень that's хорошая it. игра.